Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Libes Toys. Меня зовут Любовь. Подписывайтесь, здесь интересно. Здесь мы вяжем добрые игрушки. И в этот раз мы будем вязать вот такую вот змейку. Она сидит и смотрит к вам в камеру. Ну а я в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто приобрел мой платный мастер-класс. Кто не видел, ссылочки я оставлю в описании. Тоже на змеек. Здесь змейка бескаркасная идет. И целая семейка. То есть вот такой вот мальчик в колпаке. Вот такая девочка с бантом. И змейка-малыш. Ссылку я оставлю. Сейчас не буду на этом останавливаться. У нас видео про другую змейку. Просто хочу сказать, что вот в благодарность и как подарок к Новому году решила записать вам еще одну змейку. На этот раз бесплатно. Это будет абсолютно другая змейка. То есть там абсолютно разные техники. Здесь мы будем вязать с каркасом. Вот она у нас на проволоке. Меняет форму. Можно сделать из нее все, что хотите. И будем с вами вместе вязать. У меня получилась длина этой змейки аж 85 сантиметров. Сейчас расскажу вам про материалы и скажу, как рассчитать длину проволоки, на какую длину змейки. Давайте приступать. Что у нас по материалам? Вот эту вот змейку я вязала из китайской пряжи. Вот такой вот плюшевая, велюровая. У меня в магазине она есть. Кому интересно, переходите по ссылочке. Ссылку я оставлю в описании. Каспи магазин. Что хочу сказать. Длина у нее такая же, как вот у Воланса. 120 метров на 100 грамм. Ну, вообще у нее 80 метров на 100 грамм. Но по толщине она такая же идет. И расход приблизительно такой же. Эту я буду вязать из Воланса, потому что у меня еще с прошлого года с дракончиков целая пачка Воланса осталась. Нужно ее израсходовать. Вот. И дополнительный цвет вот для жаккарда буду использовать, опять же, китайская пряжа с блеском. Вот она мне очень нравится, тоже мягкая, классная. Вот, буду вязать из такой пряжи. Толщина такая же, то есть, девочки, толщина 120 метров на 100 грамм. Стандартная, классическая, как у обычной турецкой плюшевой пряжи, да, вот Воланс, Гималая. Что там еще у нас есть? Лавита, но Лавита тоньше. Вот. По пряже все понятно. Крючок буду использовать 4 миллиметра. Как всегда, стандартный. Из плюшевой пряжи я сейчас вяжу только 4. Дальше. Холофайбер для набивки. Тоже стандартно. Глазки у нас будут 20 миллиметров. Вот такие у меня с крупным блеском. И здесь тоже с крупным блеском. И здесь тоже. Кому интересно, тоже у меня в магазине есть. Все, что я использую в своих видео, ну практически все, да, у меня есть в магазинах. Фурнитура, пряжа и так далее. В магазине. Трапеции используем со скошенным зрачком. Я еще нигде, ни на одной игрушке, которым я ставила глазки со скошенным зрачком, не видела, чтобы они так шли. Игрушки просто вот, не знаю, вот мне ей просто обычные глазки ставить не хочется. Поэтому буду использовать со скошенным зрачком. Очень мне понравилось. Прям вот ее. Дальше. Самое главное. Каркас. В этой змейке у меня идет вот такая алюминиевая проволока 1,5 миллиметра диаметром.
Сейчас я попробую приблизить. Вот так она выглядит. Она очень так хорошо гнется. Вот. Ну вот, змейка держит форму, да, у нас, в принципе. Но гнется она довольно очень прям легко. И придать форму как бы ей нужно. Сейчас в этом видео я хочу использовать проволоку 2 мм диаметром. Вот так она выглядит. Она обмотана у меня чем-то прозрачным, какой-то штукой. Я не знаю. Вот, хочу поставить ее. Как бы она немножко такая вот потуже гнется. И змейка должна держать форму как бы еще лучше. Буду ставить ее. Также нам понадобится, ну, кусачки. Один раз только понадобится, чтобы отрезать проволоку. Все, в принципе. Больше они нам не нужны будут. И изолента. Самая обычная изолента. Либо тряпочный лейкопластырь. В аптеке продается. Сколько здесь? 1,5 сантиметра, наверное, толщиной. В общем, примерно, да, что-то вот в этом, из этого. Что касается каркаса. Давайте я змейку уже уберу из кадра. Останется у нас только проволока. Что касается каркаса. У меня змейка идет длиной 85 сантиметров. Каркас я использую 190 сантиметров. Как рассчитать? То есть какой длины вы хотите змейку. Например, вы хотите 70 сантиметров змейку, да? Вы умножаете на 2, получается 140 сантиметров, и прибавляете еще 20. То есть проволока у вас должна быть 160 сантиметров. У меня получается 190 проволока. Отнимаем 20 сантиметров, выходит 170. 170 делим пополам, получается 85. Ну вот примерно 83-85 она у меня идет. Еще раз, берете желаемую длину вашей змейки, умножаете на 2 и плюсуете еще 20 сантиметров. Тогда получится именно вот та длина проволоки, которая нам нужна. Все, как сделать каркас, я объясню чуть позже. А сейчас мы можем начинать вязание. Начинаем с основного цвета. И будем вязать с головы. Девочки, кто подписан на мой канал Telegram, раньше всех ее увидели. Там я показала всем. Уже подготовили материалы и будут вязать вместе со мной. Вы тоже подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать всех новостей. Ну вот, я давно не вязала из воланса и забыла, как он сыпется. Начинаем, как я уже говорила, с головы и с 5 воздушных петель. Из цепочки воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше со второй петли от крючка, то есть первую пропускаем, та, которая на крючке вообще не считается, вяжем во вторую. Со второй вяжем 3 столбика без накида по цепочке. В последнюю петельку провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Перешли на другую сторону. По второй стороне провязываем 2 столбика без накида. Один, 2. И в последнюю петельку у нас остается, мы провязываем прибавку. 1, 2. Провязали. Это начало головы. Можно поставить маркер
чтобы не запутаться. И вяжем второй ряд. Сейчас у нас должно быть 10 петелек. Дальше вяжем прибавку, 2 столбика без накида, дальше 3 прибавки подряд, 1, 2 и 3. Дальше у нас идет 2 столбика без накида и заканчиваем 2 прибавочки. Я надеюсь, что видео получится не очень долгим, и я смогу его загрузить в одном видео, полноценный мастер-класс. Тело мы с вами будем вязать самостоятельно. Я просто скажу как, поэтому надеюсь уместить. Дальше третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида. Девочки, если я забываю говорить итоговое количество петель в ряду, смотрите, вот здесь сверху в скобочках прописано. Проверяйте себя. Дальше 1 столбик прибавка, повторяем 3 раза. Прибавка, 1 столбик, прибавка, 3. 2 столбика без накида. И заканчиваем 1 столбик, 1 прибавка, 2 раза. 1 прибавка. Есть. Дальше. Четвертый ряд, да, у нас сейчас 22 столбика без накида. Четвертый ряд мы вяжем так: 12 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше мы провязываем 6 соединительных столбиков. Смотрите, они должны проходить по верху. Если вы все сделали правильно, значит у вас должно получиться 6 соединительных столбиков. Не затягивайте петельку, чтобы они не стягивали полотно. 6. И заканчиваем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязали. Количество петель не изменилось, осталось также 22. Следующий ряд вяжем 1 прибавка, 6 столбиков без накида, 3, 4, 5 и 6. 1 прибавка, и 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Теперь снова должно располагаться сверху у нас 7 прибавок подряд. Прибавки обычные вяжем по 2 столбика без накида в каждую петельку. 3, 4, 5. Провязывайте за обе стеночки, где мы делали соединительные столбики. 6 и 7. И заканчиваем 3 столбика
без накида. Девочки, не забывайте ставить лайки, если вам нравится видео. Можете ставить дизлайки, если не нравится. Это в любом случае помогает продвижению канала. Вот. Если пишете комментарии какие-то гневные, пишите от 7 слов, чтобы видео продвигалось. Хотя бы так. Вот. Дальше. Что у нас идет? И, кстати, огромное спасибо всем за ваши добрые, хорошие комментарии. Мне очень приятно это все читать. Я читаю, улыбаюсь. Безумно приятно. Спасибо всем. Я очень рада, что вам нравится со мной вязать. Дальше идет еще один ряд с прибавками. Мы вяжем 14 столбиков без накида. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Дошли до прибавок прошлого ряда, и в них, получается, провязываем один полустолбик с накидом и прибавка из полустолбиков с накидом. Повторяем 7 раз. Один полустолбик, одна прибавка. Один полустолбик с накидом и прибавка. Так, третья. Дальше. Четвертая. Пятая. Шестая. И еще одна, последняя. Седьмая. И до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Теперь у нас получается 38 петель в ряду. Мы поднимаем маркер наверх. Для чего? Чтобы дальше не считать ряды. У нас получается нужно провязать 5 рядов. 7, 8, 9, 10 и 11. Мы провязываем без изменения по 38 столбиков без накида. Я думаю, что вы справитесь самостоятельно. Я это сделаю за кадром. Вот что у нас получается. Продолжаем вязать дальше. Следующий у нас 12 ряд идет. Мы провязываем 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше. Один столбик, одна убавка, вяжем 8 раз. Один столбик, одна убавка, вторая, третья, четвертая, пятая,
шестая, седьмая и восьмая. Убавочка. И до конца ряда остается 2 столбика без накида. Убавочки располагаются вот в верхней части у нас идут. Ну вот, от нижней, скажем так, да, по всей голове. Внизу, потому что плоская. Следующий ряд мы провязываем без изменений, просто 30 столбиков без накида. И следующий 14 ряд мы провязываем по схеме 3 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз. В итоге у нас должно получиться 24 петли. И будем с вами вставлять глазки. То есть 2 ряда самостоятельно провяжите и потом встречаемся здесь. Провязала я 2 ряда. Вот так выглядит у нас голова, и вставляем глазки. Глазки мы вставляем в 5 ряду. Помните, где мы делали прибавки? Обычные прибавки. Ну, даже между 5 и 6 рядом, между прибавочками нашими. Смотрим справа после первой прибавки. Между ними вставляем. И слева получается перед последней прибавкой. То есть вот сюда вот наверх, над прибавкой вставляем глазки. Получается у нас между глазками 5 прибавок. И закрепляем их. Закреплю я за кадром. И потом мы с вами продолжим вязание. Вставила глазки, подпалила их сзади, чтобы они никуда у нас не делись. И следующий ряд мы вяжем просто 24 столбика без накида. Целый ряд без изменений. Пять, 6. Провязали 24 столбика. Маркер вот у нас проходит по боку, да, по низу, сбоку. Следующий ряд. У нас еще 2 ряда головы есть. Вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Опять же, да, вот эта нижняя часть у нас идет плоская. Дальше 2 столбика, 1 убавка, повторяем 3 раза. 1, 2 столбика, 1 убавка, 1, 2 столбика, убавка, 1, 2 столбика, убавка и еще 1 столбик до конца ряда. Сейчас можно набить вот эту вот часть головы, то есть мордочку. Провяжем еще 1 ряд и будем делать с вами каркас. То есть дальше пока набивать нет смысла, потому что мы будем вставлять каркас и потом уже вокруг него набивать. А вот мордочку набиваем. И следующий ряд вяжем 17. 11 столбиков без накида. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Один столбик, одна убавка. Повторяем 3 раза. 1, 2 и 3. И еще один столбик до конца ряда. Все, закончили. Вот так у нас сейчас выглядит голова. И приступаем к каркасу. Берем нашу проволоку и складываем ее пополам. Мне сейчас будет неудобно, она очень длинная. На камеру это все делать. Вот она у меня сложена пополам. Теперь мы берем вот эту часть, где у нас начало и конец проволоки. Берем нашу голову и загибаем проволоку примерно вот на уровень головы, да, вот так, примерно по объему головы. Здесь закручиваем. Вот так. Теперь берем изоленту или лейкопластырь, что у вас есть, и начинаем обматывать вот это место, где у нас кончики проволоки. Обматываем. Поднимаемся наверх. В принципе, можете спуститься отсюда снова вниз, но я немножко вот здесь фиксирую каркас, чтобы он так вот зафиксировался, как он есть. И потом снова спускаюсь вниз. Туда, где у нас были кончики, и хорошо заматываем это место. Прям вот немножко пониже можно спуститься. Обрезаем. Все. Каркас готов. Вот так выглядит. И его теперь нужно вставить в змейку. Вставляем. Распределяем его там по ширине головы. Таким образом. И наполняем нашу голову. Вокруг проволоки прям хорошо наполняем. Вот здесь вот длинная проволока, да, чтобы она не мешала, ее можно вот так вот согнуть. Будет проще. Вокруг прям хорошо наполняйте, придавайте форму. Вот так наполнила я.
Потом это все можно будет поправить. Пока что так. И продолжаем вязать уже вокруг каркаса. Теперь мы добавляем нить дополнительного цвета. Мы уже приступаем к телу. У нас получается сейчас 18 столбиков без накида в ряду. И мы будем вязать, у меня вышло там около 100 рядов по 18 столбиков без накида. То есть по факту вам даже маркер не нужен будет. Мы будем ориентироваться по проволоке. Но желательно иногда пересчитывать количество петель, да, чтобы вы ничего не потеряли и нигде лишнюю не провязали. Периодически просчитывайте, чтобы у вас было 18. Теперь, что касается дополнительного цвета, да, жаккарда, мы вяжем. Так, держим игрушку. У нас получается каркас. Да, с ним вязать неудобно. Он мешает. Но никуда не денешься. Вот так вот я его закручиваю, закрепляю. То есть до сюда дошла, немножко подняла, перегнула чуть выше, снова закрепила, чтобы вот эта вот длинная проволока не торчала. Провязываем столбики без накида. По нижней части, сейчас я вам покажу, вот здесь по животику у меня идет все зеленое. Ну, одного цвета, да, практически. Вот здесь немножко выглядывают полосочки. Поэтому по животику мы вяжем одним цветом. Дальше мы добавляем дополнительный цвет. Ну, я сейчас провязала 2, 4, 6, 8, 9 петелек. Сейчас даже вот 10-ю начну и поставлю дополнительную нить. Девочки, жаккард я вяжу произвольно, то есть конкретной схемы на него нет. Все произвольно. Я сейчас вам на той змейке покажу примерно, что к чему. И у нас получается каждая змейка индивидуальная. Добавили ниточку и провязываем где-то 4, 5, 6 столбиков другим цветом, сколько вы хотите. 3, 4, пусть будет 5. Дальше берем ниточку основного цвета и заканчиваем ей. Здесь не натягивайте нитку, чтобы она свободно шла. Заканчиваем. При этом зеленая нитка проходит внизу, желтая сверху лежит. Заканчиваем зеленой ниточкой. Здесь берем теперь желтую. Зеленую прокладываем, желтую прокладываем дальше. Ее немножко обвязываем, закрепляем, вяжем зеленым цветом, то есть вокруг этой желтой ниточки. 1 и 2. Ну, допустим, вот у нас закончился ряд, да. Дальше мы снова вяжем по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Очень неудобно вязать с каркасом еще и на камеру. Так,
Здесь я петельку пропустила. Два, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь провяжу еще 2 петельки зеленым. 11, 12. Теперь берем желтую нитку. Вот здесь тоже смотрите, чтобы вокруг каркаса она не гуляла, чтобы шла вот здесь вот параллельно. Заканчиваем желтым цветом. Опять же свободно держим здесь ниточку и провязываем дальше желтым, прокладываем нитки дальше. 1, 2, что там у нас, 3, 4, пусть будет 5. Заканчиваем зеленым. И дальше вяжем снова зеленым. И, допустим, весь следующий ряд я провяжу зеленым цветом. Нить дополнительного цвета мы не обрезаем на протяжении всего тела. Делаем пятнышки, полосочки, как вам больше нравится. Вяжем. Здесь уже ваша фантазия. Хотите, можете пятнышками сделать. Хотите, можете полосочками сделать. Хотите, вот как я, произвольная, да, там то тоньше, то толще. Вот так у нас получаются полосочки. И так мы вяжем до тех пор, вот полностью по каркасу провязываете до тех пор, пока у вас не останется где-то примерно вот 10 сантиметров проволоки. Потом мы будем уменьшать хвостик. Да? То есть вяжите по 18 столбиков по кругу очень-очень долго, да, насколько у вас проволока. Что хочу по жаккарду показать. Вот, видите, у меня, например, 5, кстати. Интересно, что точно так же получилось. Я не смотрела. Потом вот я провязываю 2 ряда зеленым. Потом у меня вот здесь зеленый получается. 6 петелек над ним. 3 параллельно. Вот здесь кусочек зеленого захватываю светлым, да, в этом же ряду. Потом здесь вяжу зеленым, здесь вяжу светлым. Здесь заканчивается жаккард. Вяжу зеленым, снова начинаю светлым. И вот так. То справа, то слева, то справа, то слева. Так чередую. Здесь вот в центре вообще у меня буква S вывязалась. Я не планировала. Вот, все произвольно. Вот такие полосочки. Как вам больше нравится. Здесь вот такое пятнышко. Единственное, следите за пузиком, чтобы на пузике было зеленое. То есть не ориентируйтесь по ряду, да, у нас ряд уходит вправо. Если вы будете ориентироваться по вот этому ряду, вот как здесь делала я поначалу, у меня это все уехало, видите, в сторону. Это потом я уже возвращалась. Ориентируйтесь, вот просто переворачиваете змейку и смотрите, да, чтобы примерно вот на пузе у нее заканчивались эти полоски. Таким образом. И все. И вяжете. Такая красивая получается змейка с жаккардом. Я сейчас выключаю камеру и вяжу змейку. И вы тоже вяжете самостоятельно.
Сейчас будет у меня монтаж до 10 сантиметров до конца змейки. И забыла сказать, что набивайте не очень плотно, то есть так как у нас каркас стоит в середине, набивайте, во-первых, по мере вязания, да, там 10 рядов провязали, набили, и набивайте не прям плотно, прям не прям каменно, чтобы наполнитель позволял змейке гнуться. Вот, забыла сказать самое важное, так что вяжем. Вот, я провязала. У меня получилось 86 рядов без изменения. У меня осталось вот такой кусочек проволоки 12 сантиметров. И теперь мы будем уходить на хвостик, будем заужать нашу змейку. Начало ряда, в принципе, не важно, можете не искать его, не просчитывать, ничего страшного. Нам теперь нужно вот начало ряда, у нас будет животик. Мы будем делать с вами убавки. Сейчас у нас 18 столбиков в ряду, получается, должно быть. И мы будем постепенно заужать. Сейчас провяжу с вами один рядочек. Провязываем убавку, то есть убавку делаем вот на животике. Провязываем убавку. И потом у нас идет еще 16 столбиков без накида по кругу. И, кстати, вот эту вот проволоку вот в этой вот прозрачной оболочке лучше не берите. С ней змейка держит форму хуже, чем вот обычная проволока. Она разгибается. А обычная хорошо держит. Даже вот у меня в другой змейке 1,5 миллиметра. И то лучше, чем в этой. Да, здесь можете поставить маркер начала ряда, кстати. И считать петельки. Так. Вот она, последняя петелька. Провязали. Следующий ряд мы вяжем без изменений. То есть мы сделали одну убавку в прошлом ряду. Следующий ряд мы вяжем без изменений, просто 17 столбиков без накида. Провязала. Теперь получается, в следующем ряду нужно снова сделать убавочку, да? Делаем убавку. Также на пузике делаем убавку. И дальше до конца ряда вяжем 15 столбиков без накида. Следующий ряд снова вяжем. Вот я даже забыла цвет менять, пока вязала. Следующий ряд вяжем без изменения. У нас идет 16 столбиков без накида. Потом снова делаем убавку 14 столбиков и так далее. То есть один ряд мы делаем с одной убавкой, следующий ряд мы вяжем без изменений. Следующий ряд мы вяжем с одной убавкой, следующий без изменений. Если у вас пойдет сдвиг вот сюда, можете сделать петельку смещения, чтобы убавочки шли примерно посерединке, да, животика. Вот. И таким образом, так, сейчас я уберу змейку и поставлю вам здесь схему. Делайте скриншоты, ставьте на паузу, чтобы вам было понятно вязать. Таким образом мы провязываем до конца. И где-то последние 5, 7, 10 рядов, как вам больше нравится, вяжем, убираем нить дополнительного цвета и вяжем просто хвостик однотонный. Вот, думаю, вы скриншоты сделали. Так что сейчас довязываем до конца по схеме, потом затянем колечко и будем делать с вами утяжку и оформление змейки. Вот,
я довязала условно до 117 ряда. У меня осталось 8 петелек в ряду. И теперь мы, получается, делаем 4 убавки сразу. Один. Два. Три. И 4. Вот здесь, когда вяжете, уже узкая остается, я набивала палочкой от суши. Очень удобно. Так. Провязали 4 убавки. И нам нужно стянуть кольцо. Захватываем вот эти 4 петельки передней стеночки. Ой-ой-ой. 2, 3. И 4. Боже мой, как же я отвыкла от волоса, от этих проблем. Вот. Стянули и прячем внутри игрушки. Затягиваем вовнутрь, у нас получается вот такой вот тупой кончик. Так вот, спрятали. Ура! Все. Гудеть у меня заканчивается проволока прям в конце. Готова наша змейка. Так она выглядит. И теперь нам нужно сделать утяжку и оформление. Утяжка у нас очень простая, все делается одной ниткой. Я делаю обычной швейной ниткой, даже не совсем в тон, да, вот она, ну зеленая и зеленая. 4 сложения. Находим вот наше начало вязания, где мы цепочку из воздушных петель вязали, и отступаем 4 ряда вниз. Четвертую. После четвертого, получается, между четвертым и пятым вставляем ниточку, иголочку и выводим к правому нижнему уголку глаза. Отсюда идем к внутреннему и выводим через один столбик. Если у вас прям по центру находится, вы можете вывести на один столбик вперед. У меня получается не по центру. Так. И теперь в другую сторону делаем то же самое. К внешнему уголку. И к внутреннему уголку. Через один столбик. Теперь берем обе ниточки одновременно и затягиваем. Помогайте себе пальчиками.
Утягивайте мордашку. Завязываем узелок. Завязали. Вот так это выглядит сейчас. И делаем еще одну утяжку. Снова вводим сюда же иголочку. Выводим у внутреннего уголка внизу. Видно, нет? Здесь. Перекидываем нитку через переносицу и вводим здесь. Возвращаемся обратно. Так. И затягиваем переносицу. Также завязываем узелок. Все, утяжка готова, больше ничего не делаем. Прячем ниточки внутри игрушки. Готово. Осталось только оформить мордашку. Я это делаю ниткой Yarnart Jeans. Полухлопок, полуакрил. По длине я обрезаю. И начинаем оформление. Начинаю всегда с глаз, с ресничек. Вот так с противоположной стороны удобно подбираться к противоположному глазу. Вот так, как можно ближе. Сверху. Вот сюда. Как можно ближе к глазику выводим иголочку. И делаем вот такую вот дугу, ресничку. Кто со мной на канале постоянно, те уже знают, как я делаю оформление. Вы можете делать так, как нравится вам. Я никого не заставляю делать именно так, как я. Просто показываю свой вариант. То же самое с этой стороны подбираемся к этому глазику. В том же месте. И делаем, рисуем дугу здесь. Бровки, кто хочет, может вышивать, кто не хочет, может не вышивать. Мне кажется, что с бровками игрушки добрее. Узлы еще тут навязались. Ужас. Там прям морской узел завязался, еле развязала. Вот. Реснички сделали.
Теперь бровки. Так, вот в этом ряду я делаю бровки, получается, от глаза вот здесь вот один ряд отступаю. Два, три, четыре, пять. 2, 3, 4, 5. Вот так. И нам еще осталось вышить носик. Идем вниз. Отступаю от глаз, получается, 1-2 ряда. Вот у нас идет первый ряд, между первый ряд, получается, вышиваем там в первом ряду вязания головы. Двумя стежками я вышиваю носик. И с противоположной стороны. Вот так вот. Возвращаем нитку к начальному кончику. И завязываем узелок. Все. Обрезаем и прячем ниточки в голове. Готова наша змейка. Вот такая вот она получилась. Вот эта проволока, она прям не очень держит форму, если честно. Которая с оболочкой, да? Вот это вот держит лучше. Вот я ее свернула, и она лежит. Вот такие вот змеюки у нас получаются. Надеюсь, что вам понравилось вязать со мной, все было понятно. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. Делитесь своими змейками. У меня в телеграм-канале, ВКонтакте есть альбом с игрушками. Вот, отмечайте Инстаграм. Кому где как удобно, кому как нравится. Заглядывают они к вам в камеру. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, если вы вязали змеек. Я желаю всем удачи, счастья, веселья, добра в новом году. Всего самого доброго. И всем пока-пока.